Ноутбук, который имеет OLED-дисплей на 15,6 дюйма с разрешением 2880 на 1620 пикселей. Частоту обновления экрана до 120 Гц, яркость 550 нит, процессор Intel Core i5-1235U, отличное программное обеспечение, да и в целом ноутбук однозначно заслуживает вашего внимания. Но обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Asus VivoBook 15X OLED K3504 ZA Intel i1235U. Но все ли так отлично, как заявляет сам производитель, сейчас я вам, разумеется, расскажу. И этот ноутбук я купил для личного использования. Переходим к обзору. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю я выгружаю минимум. Ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. В этом месяце буду разыгрывать Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше вам необходимо подписаться на этот канал с колоколом и оставить комментарий, в котором вы укажете либо свое имя в телеге, либо напишите, что имя в телеге у вас в описании вашего канала. И подпишитесь на телеграм-канал скидок. В конце месяца, если я вам напишу, знайте, вы выиграли. Подписывайтесь на ТГ скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Перейдем же к ноутбуку. Полетели. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из плотного картона, но упаковка не красочная. На ней есть название, а также краткие характеристики модели. Общее впечатление от упаковки хорошее. Упакован ноутбук вместе с комплектом отлично. К слову, упаковку можно использовать как подставку. В комплекте мы имеем сам ноутбук, краткое руководство пользователя, адаптер питания на 65 Вт с несъемным кабелем, габариты 351 на 230 на 25 мм, а вес составляет 1 кг 487 граммов. 15X имеет запоминающийся интересный дизайн. В продаже я встретил только серебристую расцветку, плюс за то, что в данной модели даже клавиатура серебристая. Из элементов дизайна можно выделить слегка выступающую вставку из поверхности крышки, на которой расположили надпись Asus VivoBook, клавишу Enter и рамку экрана. Эргономика ноутбука продуманная, модель получилась довольно легкой и прочной. Удобно, что экран открывается на 180 градусов, но вот, к сожалению, открыть одной рукой его не получится. Тест на MacBook провален. К слову, нижняя часть выполнена из пластмассы, а крышка экрана из металла. Далее, по интерфейсам мы имеем разъем DC для зарядки, 1 HDMI версии 1.4, 2 USB-A порта версии 3.2 Gen 1, 1 USB-A порт версии 2.0, 1 Type-C порт версии 3.2 Gen 1 с поддержкой зарядки, аудиоразъем на 3,5 мм. В целом список интерфейсов невелик, но для подобного формата устройства их достаточно. Далее на корпусе расположили LED-индикаторы, плюс есть веб-камера с механической шторкой приватности, за что огромнейший отдельный плюсище. Сама веб-камера поддерживает разрешение 720p, качество стандартное, его достаточно для различных видеозвонков в разных локациях с разным освещением. Встроенный микрофон с шумоподавлением на базе ИИ отрабатывает хорошо, плюс он поддерживает распознавание голоса с голосовым ассистентом Cortana. Для вывода звука 15X оснащена двумя стереодинамиками VECA с настройкой Sonic Master и технологией Dirac Virtua. Удобно, что можно настроить звучание под свои предпочтения. Динамики достаточно громкие, качество звука хорошее. Далее, клавиатура имеет цифровой блок, но клавиши управления курсором урезанные. В любом случае, даже с учетом этого, набивать текст на данной клавиатуре достаточно удобно. Ход клавиш хороший, звук постукивания мягкий. Из интересного можно выделить кнопку для быстрого доступа к сервису My Asus, включение-выключение микрофона и тачпада, открытие калькулятора с сочетанием клавиш и подсветку с 4 режимами работы, в которые входит и выключенный режим. Подсветка не напрягает, при этом светит достаточно ярко она, но вот подсветку на клавише Enter плохо сделали. Могли бы уже до конца добить этот момент. Также к минусам могу отнести отсутствие сканера отпечатков пальцев и функции распознавания лиц. Далее, габариты тачпада 130 на 75 мм. Для подобных размеров самого ноутбука тачпад достаточно большой. Покрытие у тачпада приятное, реализован он отлично. Двойного дна у него нет, как и нет люфта. Летим дальше. Одна из сильных сторон — его экран. Установлен здесь OLED на 15,6 дюйма с разрешением 2880 на 1620 пикселей. 8 бит матрица, соотношение сторон 16 к 9 и соотношение экрана к корпусу 84%. Частота обновления экрана на выбор 120-60 Гц и динамический режим. Экран имеет коэффициент контрастности 1 миллион к 1, цветовую гамму 100% DCI-P3, поддержку 1,7 миллиарда цветов, время отклика 0,2 миллисекунды, сертификация VESA Display HDR и TUV Rainland защита от синего света. Покрытие экрана глянцевое, боковые рамки по 7 мм, а верхние 8,8 мм. Яркость экрана по моим замерам на 100% яркости максимум 500 люксов. Экран яркий, яркости хватает даже если использовать ноутбук на улице в солнечный день. Но, конечно же, блики и отражения всегда будут преследовать вас. Шим выше 30% не поднимается. Это не лучшее значение. У меня глаза от экрана быстро не устают, но вам советую однозначно
однозначно перед покупкой попользоваться хотя бы 5-10 минут ноутбуком, чтобы понять, комфортен ли вам подобный экран. Он, конечно, сочный, классный, и OLED наше все, но лучше перепроверить. Отмечу, что есть функция OLED Flicker Free Dimming, которая не работает в режиме HDR. Изначально я подумал, что с этой функцией процент шума у экрана будет ниже, чем без него и в режиме HDR, но нет, при выключении HDR и настройке функции димминга процент шума становится гораздо выше. Углы обзора отличные, подсветка достаточно равномерная, изображение с цветовым пространством DCI-P3 контрастное и сочное, с приятной цветопередачей. В целом экран меня очень порадовал в этом плане. Для меня экран у MacBook для работы с фотографиями и иллюстрациями однозначно более подходящий, но и 15X я бы с радостью использовал для подобной работы с цветовым пространством sRGB. За время моего использования экран хорошо показал себя во время серфинга в интернете, при просмотре фильмов и роликов, во время игр, работы с текстом, работы с фото и не только. Грубо говоря, мои задачи он закрывает уверенно и удобно, что в приложении MyAsus можно без проблем слегка персонализировать цвета. Из интересных функций это цветовой режим для выделения одного окна и функция True to Life для улучшения видеоконтента. Ко всему есть приложение Screen Expert и Gildex для удаленного доступа, обмен файлами, работа с различными устройствами и не только. Перейдем к железу. Процессор здесь установлен в моей модели Intel Core i5-1235U с 10 ядрами, 12 потоками, 12 МБ кэш третьего уровня, стандартной тактовой частотой в 1,3 ГГц и 4,4 ГГц в турборежиме, видеокарта интегрированная Intel Iris Xe Graphics. За охлаждение отвечает кулер, радиатор и медные трубки. На выбор есть 3 режима работы. Далее оперативная память DDR4 распаянная на 8 ГБ, но есть слот DDR4 SO-DIMM под дополнительную плашку. К слову, я сразу заапгрейдил ОЗУ ноутбука, и теперь у него 16 ГБ. При этом в продаже есть варианты с ОЗУ на 8, 16 и 32 ГБ. Накопитель NVMe Solid IGM SSD на 512 ГБ M2 2280 PCIe версии 4.0. Расширить ПЗУ можно, заменив SSD до 2 ТБ. Далее для беспроводной связи установлен модуль MediaTek MT7902 с поддержкой Wi-Fi 6E серии. Bluetooth чип тоже от MediaTek версии 5.2. Что касается тестов, мы имеем Geekbench 6, OpenCell Score 7011, Vulkan Score 9325, Single Core 893 и Multicore 1804. Результаты слегка меньше, чем я ожидал, но сразу отмечу, что в работе это незаметно. В Crystal Disk Mark чтение 3424 МБ и запись 1572 МБ. Летим дальше. Емкость аккумулятора 4335 мАч. От 0 до сотки ноутбук заряжается от родного адаптера питания 1 час 15 минут в среднем, что довольно быстро. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и с 50% громкости динамиков уходит в среднем 15% заряда. В Apex Legends за 1 час уходит 65% заряда. В PUBG Battlegrounds за 1 час 62%, в CS2 ушло за 1 час 60%. То есть плюс-минус одинаково. Для фильмов одного заряда хватит на 5-6 часов, для игр на 1,5 часа от силы. 15X не про игры, это однозначно. В CS2 на низких настройках графики он показал около 20 FPS. Играть некомфортно вообще в подобные игры, а вот если что-то из разряда цивилизации, в целом поиграть можно. Для фильмов, для работы, для обработки фото и так далее, да. Для игр нет. Минусы: не полностью металлический корпус, кнопка Enter имеет плохую подсветку, нет сканера отпечатков пальцев и функции распознавания лиц, шум у экрана, ну и, конечно же, цена. Она довольно приличная. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, улыбнуться, написать мне 300 раз, что Саня, ты вообще с ума сошел за такие деньги, такие железки покупать, потому что если не смотреть на экран, то железка своей цене не соответствует. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, Asus VivoBook 15X имеет разные конфигурации. Если говорить о той конфигурации, которая у меня на руках, то я был приятно удивлен устройством, хоть и ноутбук пришел мне без определенных драйверов, без которых ноутбук отказывался запускаться. Те, кто Vivo покупает, в курсе, что очень часто происходит в VivoBook. Из плюсов это однозначно экран, софт, дизайн, качество сборки и динамики. От меня девайсу однозначная да, без учета стоимости. Также в ближайшем будущем я выгружу обзор в ту же стоимость, но с лучшим железом. Так что сами для себя решите. Только экран, конечно же, хуже. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, интересны ли вам обзоры на ноутбуке. Про этот ноутбук я могу вам и через год еще подрассказать на стримах. Подписывайтесь на стримы прожарки. Девайсу от меня однозначная да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.